Мы с вами сделали следующее. Создали модель окошка, создали эту стену, модель окошка и колонну. Я дальше прорезал проемы, точно так же, как с этой стороны, точно так же и с той. Установил окошки, дальше все. Сделал двери. Двери точно так же, как и предыдущие двери, как предыдущие, например, окошки точно так же делаются. Сделал здесь маленькие окошки. Видите, здесь в этом месте стоят окошки, почему-то другого размера. Да, вот такие окошки сделал. Дальше, и после того у меня получился фасад. Значит, поднял я верхнюю часть верха, как вы видите здесь на фотографии. Отметил вот это расстояние здесь и здесь. Это то, где у нас вот этот карниз должен один и второй идти. Дальше загрузил фотографию с торца здания и точно так же разметил, вырезал и поставил те же окна. И сделал стенку с обратной стороны. Она точно такая же, как с передней части, но за исключением тут двери по-разному стоят. Остальное все точно так же. Все точно так же. Я этого не показываю, поскольку это только занимает время, а ничего здесь нового, мы уже с вами это делали. Да? Сегодня мы с вами остановимся на таких важных вещах, которые представляют, может быть, трудность. Это созданием карниза, вот здесь сверху и по кругу всего здания, создание второго карниза и создание угловых колонн. Эти угловые колонны, как вы видите, вот здесь хорошо видно, они отличаются от тех колонн, что мы делали. Они, видите, внизу шире, намного больше выступают, чем все остальные. И мы вот такие колонны по углам сделаем. То есть две вот эти вещи. А остальное потом пойдет уже проще, когда эти вещи будут сделаны. И начнем мы сначала с карниза. Этот карниз я уже измерил. Вот здесь измерил, как он есть, форму его. И сейчас мы его сделаем и попытаемся сделать с помощью команды «Следуй за мной». Следуй за мной. Для того, чтобы это сделать, нам надо сначала приготовить сечение вот этого карниза, который мы будем двигать по линии. Мы его сделаем вот тоже здесь отдельно. Так, по высоте это будет 450 миллиметров. В длине по зеленой линии 250. Вниз, соответственно, 450. И замкнем. Вот у нас получилось, как вы видите, такая площадка. А теперь мы на ней нарисуем то, что мы хотим. Вот здесь должен быть такой маленький уголок. Потом дуга. Вот отсюда до этой части будет дуга. И дальше прямая линия. Вот так. Лишнее я сотру. И вот у меня получилось сечение. Это сечение я с него сделаю компонент, чтобы удобно было его переносить. И скопирую и перенесу на верхнюю часть. Вот сюда. И поставлю его вот так. Вот таким вот образом. Теперь, для того, чтобы я мог воспользоваться инструментом «Следуй за мной», то его компонент этот надо разрушить. То есть, что это сделать? Взорвать его. Да? И он превратился уже в обыкновенную детальку. И теперь, чтобы нарисовать все то, что я хотел бы, то мне надо первоначально выбрать траекторию. Так, я просто хочу снять выделение. Так, теперь выбираю траекторию, выбираю стрелочку, нажимаю Ctrl и выбираю аккуратненько вот эту линию, по которой я бы хотел, чтобы сдвинулось наше сечение. Все, выбрал. Теперь выбираю инструменты, Follow Me, следуй за мной, и щелкаю вот по этому сечению.
И любуйтесь, какая красота получилась, да? Вот оно получилось, готовое сечение, да, готовое сечение. Ну почему до сюда? Потому что здесь, видите, вот другой совсем объект. Теперь мы точно так же сделаем вот с этой стороны. Но для этого, опять же, мы выберем, скопируем это сечение, нажимаю Ctrl и поставим его вот сюда. Так, тут оно, я его взял не совсем удачно. Ну, возьму вот за эту точечку. И теперь поставлю его сюда. Вот так. Поставил. Опять же, не забывайте, это не получится у нас. Что мне сделать нужно? Взорвать этот компонент. Все. Вот он готов. Давайте посмотрим, хорошо ли правильно он стоит. Хорошо. Теперь выбираем стрелочку и выбираем линии. Вот эта линия, это и вот та. Все, отпускаю Ctrl, выбираю Follow Me и указываю это сечение. Ну вот, все, видите, какой сложный элемент и как быстро, красиво построился. А теперь, ну что, нам надо сделать вот здесь точно такое. Ну, принцип точно такой же, только форма его немножко другая. Давайте его здесь построим рядышком. Вверх будет 550 миллиметров, по ширине будет 350, вниз 550 и по ширине 350. Я именно изображаю прямоугольник. Почему? Можно было сразу рисовать эту линию, но дуга имеет привычку уходить в другую плоскость, и поэтому не сразу получается, неудобно. Так удобнее получается, просто-напросто. То же самое сверху маленький уголок отрежу. Затем здесь вот тут отступаю чуть-чуть по линии. Дальше беру дугу. Вот так, чтобы она шла по зеленой оси. Именно по зеленой. Потом немножко вниз. Вот так. И дальше опять дугу. И отсюда и до конца. Вот такая вот дуга. Все. Теперь так, не совсем все хорошо. Она, видите, вылезла у меня немножко. Ну, вылезла это нехорошо. Вот. Ну, вот так. Да, чтобы не вылезала. Теперь лишнее сотру. Так, верхушечку сотру. И сделаю из этого компонент. Сделал. Теперь копирую его и поставлю вот сюда. Вот так. Опять же, выбираю его. Дальше взрываю. Ну, разрушаю компонент. И теперь линию покажу. Выберу линию. Линия, по которой нам надо это построить, это будет вот это. Это. Дальше. И вот так. Все. Открываю инструменты, следуй за мной и щелкаю. И, пожалуйста, мы что имеем? Вот то, что нам необходимо, да? Видите, так, все, как оно есть. Хорошо, теперь осталось еще что с левой стороны также сделать. Выбираю вот этот инструмент, переношу за уголок, сюда поставлю его, затем выбираю, разрушаю. Так, теперь выбираю линию, при этом держу Ctrl нажатым.
отпускаю Ctrl, выбираю «Следует за мной» и щелкаю по этому сечению. Все, видите, построилось. Видите, как быстро и красиво все построилось. Так, а теперь нам надо сделать вот эту колонну здесь с краешку. Но видите, что в чем тут проблема? Ну, вернее, это не проблема, да, а просто мне хотелось бы сделать это как? Ну, меньше труда затратить, а сделать колонну, да, одну, а потом таких колонн 4, да, то есть можно сделать в виде компонента. Но для этого мешают стены, да, поэтому я сейчас сделаю один компонент большой, вот так, и это будет компонент у меня здания. А потом, когда мне не нужно будет, надо будет забраться внутрь, то я спокойненько его взорву и вернусь к первоначальному состоянию. А теперь мне ничто не будет мешать строить. Ну, единственное, сейчас нам надо разобраться, какой сделать уклон. Какой сделать вот здесь уклон. Видите, у нас идет здесь линия под уклоном. Я вот эту линию нарисовал, так как там есть уклон. Видите, ничего с нее не получается, то, что я хотел сделать. Я хотел измерить. Ну, тогда мы будем делать и смотреть, и сравнивать. Давайте внимательно посмотрим, что здесь. Помните, когда мы делали вот эти предыдущие там колонны, то здесь было несколько ступенек, да? А здесь ступенек нет, она одна, да? Видите, одна единственная. Так, хорошо, значит, мы ее сделаем одну ступеньку. И по ширине, если мы посмотрим, ну вот можем мы здесь видеть, да? По ширине внизу колонна будет такая же, как там. Ну, мы, собственно, можем ее измерить, да, здесь. Но я имею в виду, что вот расстояние, вот и мы можем это расстояние до окна померить, да, сколько оно здесь будет. Вот здесь это окошко. Мы эту фотографию настраивали. Вот тут расстояние получается у меня, ну, 600-700 миллиметров, да? И внизу эта колонна у меня получается по ширине вот так будет, да, 1100 колонна. Так, 1100. Ну, будем делать, а потом будем поправлять, если что не так. Не так. 1100. Хорошо. Значит, мы делаем так, я думаю. Отсюда отмерим 1100. 1100 это сама колонна, а здесь она будет выступать, то еще 100 миллиметров больше. 1200. Линию вот сюда 200. Так, 1200 и 200 это будет 1400. Сюда 1000 по зеленой 1400. Сюда пойдет по красной 200 и сюда замкнем. Вот получилась наша площадка. Теперь мы эту площадку, давайте с нее тоже сделаем сразу компонент. Вот это будет у нас компонент. Вот он. Так, не зацепили ли мы тут чего-то лишнего? Нет. Нет. Так, ну а теперь будем работать в компоненте. И вот мы его выделили, да, этот компонент. И смотрите, вот тут мы уже видим, что мы эту линию нарисовали плохо, да, она не по оси идет. Вот так должна быть. По оси. Раз. Все. Теперь мы это выдавим. Чтобы не терять ваше время, показываю готовый результат. Вот я уже поставил эту колонну сюда. Все, она под углом, как полагается, со всех сторон есть.
скопировал его и поставил по всем углам. Вот, в принципе, все, что мы сделали сегодня. Ну, в следующий раз нам останется поставить сюда окошки, сделать еще сюда колонну, здесь вот сделать фронтоны с этой стороны и с той стороны такие же, тоже в виде компонентов. Это займет нам еще одно занятие. И потом уже останется сделать крышу и трубы. И, в принципе, мы вложимся и сделаем, подготовим модель к визуализации. На сегодня будет все.